Всем привет! Буду начинать новую торговую сессию. Вчера я закончил торговать на балансе в $138. Сейчас баланс 140, потому что я немножечко еще начал записывать одну торговую сессию, и, скажем так, там не записался звук. Я прям записал, как мне кажется, очень угодное видео, но, к сожалению, не смог его выложить, потому что там не было звука, микрофон на наушнике был выключен, и я просто открывал рот, сколько там, минут 20-30. Так что, к сожалению, сегодня начинаем со 140, даже, скорее всего, со 141, округлим немножко. И лимит на день у меня по-прежнему сохраняется $5. То есть сегодня я могу опуститься максимум на 136. Ниже опускаться нельзя. И, разумеется, нельзя нарушать свои какие-то основные правила. В данный момент у меня два основных правила. Это нельзя увеличивать объем. У меня стандартный объем от первоначального депозита, то есть доллар 120 у меня было, и сейчас у меня риск на сделку доллар 20. Увеличивать риск на сделку я не могу. И также нельзя перезаходить. Если я уже зашел в сделку и получил убыток, то я в эту сделку больше в данной торговой сессии не перезахожу. Так что вот так вот. Открыл я уже себе терминал. Сейчас посмотрим по скринеру монетки, которые сейчас ходят. И будем стараться найти точку входа в интересную какую-то сделку. Вот тут у нас, кстати, двигается довольно сильно. Интересно. Сейчас мы после сильного падения остановились. Есть возможность зайти в шорт с небольшим стопом. Хм. Так, вот, кстати, вот здесь, возможно, я буду заходить. Мне здесь нравится, чтобы я зашел в лонг. Объясняю почему. Потому что мы видим, вот, кстати, на 5 минутке глобально у нас сейчас нисходящий тренд. Цена даже после того, как постояла вот в небольшом таком накоплении на минимуме, мы его пробили вниз. Это также дает больше желания шортить. Большинству трейдеров видим, что как минимум уровень поддержки не выдержал, и покупатели недостаточно сильны. Также вот здесь сейчас в моменте можно зайти в шорт с небольшим стопом и взять потенциально хорошие соотношения и сильные движения вниз. Также, что немаловажно, мы постоянно видим не резкое какое-то движение, продолжение движения вниз, а как бы небольшие движения, то есть нам дают возможность зайти в шорт, что немаловажно. И на фоне всего этого я, в принципе, могу сделать предположение, что мы... Блин, наверное, зайду сейчас уже. На фоне этого я сделаю предположение, что нам дают возможность заходить в шорт с маленькими стопами. Это для меня сильный лонговый сигнал. И на этом мы постараемся взять небольшое процентное движение в лонг, чтобы хоть каких-то шортистов побрили. Тут можно, правда, и посидеть, потенциально взять перехай. Но, наверное, я не буду наглеть. Просто возьму небольшую часть. Посмотрим, как цена здесь будет двигаться. Как мне кажется, если тут будет убыточная сделка, то это только резкими движениями, чтобы не дать возможности шортистам дальше заходить вниз. Но также перед этим уже было достаточно долгое время цена стояла на месте. И, возможно, уже те, кто хотели зайти в шорт, уже зашли. Поэтому я зашел чутка не в самом хорошем месте.
У меня здесь соотношение, наверное, даже чуть меньше получится 1 к 1. Я хотел закрыться вот за этим максимумом. Вот так немножко. Но мне нельзя увеличивать риск, поэтому я чутка поближе переставлю стоп, чтобы я рисковал $1.20, как у меня изначально заложено в торговой стратегии. Так, в принципе, мне эта сделка нравится. Да, она уже подходит к стоп-лоссу, но по моей торговой стратегии я сделал все верно. И так что можно здесь будет взять свои движения, если меня сейчас не закроют, что очень даже сильно вероятно. Но стоп-лосс в моменте не сработал, хотя коснулись вот этой цены. Так что если стоп-лосс у нас работает через раз, давайте быстренько выставлю в монетах и закроюсь, если что, по рынку. Потому что у меня были случаи, когда стоп-лосс не срабатывал, цена идет против меня, и я сижу, не знаю, что делать. Пытаюсь закрываться в долларах, а уже цена изменилась, всю позицию не закрывает, поэтому нужно быть готовым. Так, ну тут примерно вот да, за вот этот хай можно спокойно взять движение. Давайте и выставлю take profit 2.75, даже 76, или вот 75,9 в принципе нормально. Но похоже у меня сейчас стоп-лосс работает. Снова коснулась, не закрыла. Так, у меня позиция в шорт, мне если что нужно выкупить. И вот по 71 выкуплю. Я не понимаю почему, кстати, вот не срабатывает стоп-лосс. Давайте я его, может, уберу и заново поставлю. По-хорошему, мне нужно сейчас просто рукой закрыться, наверное, но так как сейчас цена немножко откатила, возможно, все же пойдет движение в мою сторону. Я, наверное, поспешил здесь и рано зашел, потому что я думал, что не будет еще одна такого перелова, скажем так. И, в принципе, можно было заходить по рынку. Но логика сделки сохраняется, и место довольно неплохое. Так что можно просто подождать результат. Это первая сделка у нас сегодня. Так что, если что, просто посмотрим еще на другие монеты. Если вдруг это закроется по убытку, данную монету я сегодня уже не буду торговать. Так. Вот так, посматриваю еще другие монетки. Другие. Но ничего прям интересного не вижу. Монетка фан прям сильно упала на 3%, кстати. Тут можно что-то придумать. Все, здесь у нас закрылся убыток. Ладно, первая сделка убыточная. Оставлю вот эту монетку, чтобы потом просто посмотреть, верное ли было у меня движение, либо я ошибся и дальнейшее движение пойдет действительно вниз. Возможно, просто дело в точке входа. Это для себя больше, чтобы проанализировать, запомнить. Так что пока оставим ее и чуть позже посмотрю. Резкого импульса не происходит. Заходим. Но процент, тут такое чувство, что процент это прям много. Возможно, даже немножко постараться взять меньшее движение. Сейчас я зайду в позицию и объясню основную логику. Ладно, пусть пока будет процент. Если будет подтверждение моей точки входа, то зайду на большую сумму. Тут у нас пока все идет идеально по сценарию. Цена поджимается к уровню.
Нету резких импульсов, все идет довольно хорошо. Так что, так, смотрите, что я здесь увидел. Во-первых, как я и говорил, вот здесь формируется аналогичная ситуация, как и перед этим. После чего начался резкий прострел вверх. И, кстати, наверное, даже давайте я сейчас зайду. Просто стоп-лосс немножечко подвину, чтобы риск не увеличивать. Так, смотрите, что я здесь увидел. У нас было накопление перед этим, после чего мы видели небольшой такой нисходящий канал и резкий прострел вверх. Тут у нас тупо аналогичная ситуация. Небольшое накопление, спуск и начинается какой-то рост. На этом росте люди, я думаю, захотят попытаться взять аналогичное движение вверх. Поэтому мы заходим, плюс, что немаловажно, все это время есть возможность зайти в лонг с маленьким стопом, казалось бы. Ну, смотрите, вот все вот это движение, цена была буквально на минимуме. Вот здесь был минимум, вот здесь, и все, цена, можно постоянно зайти, поставить краткий, скажем так, стоп-лосс и брать потенциально большие движения в лонг. То есть, что мы видим? Глобально ситуация лонговая, то есть трейдеров, которые ищут позицию, чтобы войти в лонг больше. Есть возможность зайти в лонг с коротким стопом и небольшая такая закономерность, по которой, в принципе, люди опираются на истории, на закономерности, по которой могут попытаться зайти в позицию от нее. То есть мы сейчас стоим против, как мне кажется, большинства трейдеров, которые заходят на этом графике в лонг сейчас. Постараемся на этом взять свой take profit. Давайте еще выставлю take profit сразу, чтобы что... Давайте так пока поставлю просто подальше, чтобы вдруг будет какое-то резкое импульсное движение. Потому что я вот здесь еще хотел зайти, но тут уже начался небольшой откатик. Блин. Блин. Я не хочу здесь упускать сделку. Тут также все идет довольно по сценарию. Но, к сожалению, я хотел зайти даже вот чуть ниже. Я хотел зайти примерно вот здесь. Возможно, цена еще подойдет в эту зону. Тут бы также был очень сильный шортовый сигнал, и я бы попытался открыть позицию в лонг. Так, давайте посмотрим на процентные. Так, люди заходят примерно, либо же вот ставят за какой-то минимум стандартный стоп-лосс, либо же процент. Так что давайте, наверное... В принципе, кстати, я довольно неплохое место поставил. Процент от вот этого, скажем так, от вот этой установки цены. Тут мы видели, вот здесь цена немножко стояла, вот на этом импульсе было такое лонговое настроение, потому что сильно выкупили падение и уже не было уверенности, что цена пойдет дальше вниз. Так что от этой остановки процентные движения довольно хороший take profit, как мне кажется. В идеале просто взять за какой-то максимум, либо минимум, поставить свой take profit, но здесь таких, к сожалению, нету пока что. Так, и вот здесь, пожалуйста, дай мне точку входа, будет вообще идеально. В процентах, то, наверное, нужно заходить на обычный свой стандартный объем. Так, я решил, наверное, не ждать, потому что монета довольно волатильная, и как в одном из прошлых видео я рассказывал, что если монетки сильно двигаются, то очень часто они не делают полных каких-то обманных движений, они больше с накоплений выходят сразу в ту сторону, в которую стоят стоп-лоссы и бреет большинство трейдеров. Поэтому мы просто сейчас постараемся взять буквально свой процентик движения и закрыть вот эту сделку.
Ну, вот так вот, 41,79, примерно вот здесь, 1 к 1, стандартное мое соотношение. Все, отлично, мы в позиции. Так, давайте я здесь объясню логику входа, почему я здесь зашел. Мы видим, что цена, было вот резкое падение. Я сейчас не обращаю на вот этот рост глобальный никакого, скажем так, внимания на вот это, что было перед этим, чисто потому, что цена очень сильно двигается, и все, кто вот здесь уже стояли, у них сколько здесь примерно? Процентов 5 движение было вниз. То есть те, кто заходили в лонг, их уже закрыли, скорее всего. А те, кто стояли в шорты, 5% движения, это довольно сильное, и, скорее всего, они уже закрылись вот здесь. Поэтому я смотрю именно на вот это накопление, скажем так, и что здесь происходит. Здесь мы видели небольшая попытка откупа вот этого падения, но цена резким импульсом и дальнейшим движением начинает падать. То есть мы видели 5% падение вниз. После этого цена не смогла как-то сильно откупиться и начинается, скажем так, продаваться весь вот этот рост. И также, что немаловажно, как и в прошлой ситуации, есть возможность зайти в шорт с маленькими стопами. Это сильный плюс для тех, кто ищет здесь шортовую сделку. В идеале, я же говорю, я хотел зайти чуть пониже, когда именно вот этот уровень пробивали мы. И это было довольно-таки сильным стимулом для входа позиции в лонг, ой, в шорт, точнее. Но мне показалось, по моему опыту, если монета сильно ходит, то чаще вот такие накопления, в которых стоит цена, продаются сразу в ту сторону, где стоят стопы. А в данном случае, как мне кажется, тут большинство трейдеров шортят и стопы стоят наверху. Поэтому я и заходил уже в накопление. Возможно, здесь, конечно, я смотрю, что цена все же сходит вот сюда, чуть ниже 41, но я в этом не уверен, и по статистике нужно было заходить в накопление, поэтому я все сделал правильно. Посмотрим на результат. Будет, ну тут, кстати, прям вообще небольшое такое движение, и если даже мы сейчас будет импульсное движение вверх, мы закроем часть шортистов и дальше пойдем вниз, то картина сохранится. Возможно, будет даже вот здесь перезайти, еще раз открыть лонговую сделку. Но это только в том случае, если у нас первая сделка закроется сейчас по профиту. И это, кстати, не сломает картину, не сломает логику. Можно будет с аналогичным анализом, скажем так, заходить еще раз. Посмотрим. Так, здесь мы видим. Все идет по плану. Также сохраняется все то, что я говорил, плюс возможность зайти с маленьким стоп-лоссом и брать потенциально большое движение вверх. Вообще идеально. Тут мы смотрим пока. Что немаловажно, обратите внимание, что цена не идет вниз. То есть мы видим вот картину страшную, и цена поджимается. На всем вот этом поджатии, ну, как минимум, тех, кто хотят шортить, это довольно страшная картина. Она может в любую секунду резко упасть вниз. Сейчас мы уже немножко отрастаем, но все вот эти вот видели, вы красные свечи были, понимали, что в любой момент может случиться вот такой вот обвал, и это довольно страшная картина. То есть за лонг здесь, по крайней мере, особо никто не думал. Поэтому также это для нас очень сильный был фактор, чтобы заходить вот в этом месте. И, если бы реально цена пыталась пойти вниз, мы бы видели здесь резкие движения, в которых бы не давало возможности зайти трейдерам. Не собирало бы, скажем так, пассажиров, чтобы зайти в сделку и не идти с лишним балластом реально вниз. Поэтому так, я здесь закрылся по рынку, потому что решил не рисковать, там буквально несколько центов до моего стандартного тейк-профита, но я решил не рисковать, потому что есть небольшой шанс на то, что, как я говорил, будет вот такой сценарий, что те, кто... Так, давайте сейчас посмотрю 1% движения. Вот. Все, кто заходили примерно вот ниже вот эту, их, скорее всего, закрыли.
все, кто заходили ниже 41,30. То есть вот в этом месте, где был максимальный страх. И если сейчас цена вкатается сюда же, либо же пойдет даже немножко ниже, то логика абсолютно сохранится, и можно будет еще раз заходить здесь в лонг. Так что, а я закрылся по рынку чисто потому, что рисковать несколькими центами профита, ну, было неразумно. Пойдет дальше цене. Нет, импульсом нас не забрал, лучше я закроюсь. Да, они дозаработают там несколько центов, но этого вообще-то не стоит, чтобы рисковать потенциально всей сделкой. Здесь есть, что мы здесь видим? Накопление. Мы поджимаемся постоянно к максимумам. Это довольно сильный сигнал. Так, нам давали возможность заходить. Давайте здесь быстрый шорт откроем. Так, объясняю, что я здесь увидел. Так, на часовике, кстати, довольно сильное накопление. Смотрите, что я здесь увидел. И что мне, кстати, не нравится, на что я больше проигнорировал, но зашел в лонг. Мы здесь видим сильное движение вверх было. Вот тут сильное движение. И остановились мы на максимумах. Все это время мы поджимались постоянно кверху и немножко вкатывали. Поджимались, вкатывали. То есть, э, ш- как минимум, у меня возникает здесь чувство, что падения дальнейшего не будет, потому что цена стоит на месте, продавцы не могут продать, и мы постоянно поджимаемся к максимумам. Я думаю, вот на этом сценарии вот эти небольшие падения и были, потому что собирали всех тех, кто заходил вот на вот этих поджимах. То есть глобально я здесь увидел, что трейдеры большинство заходили в лонг. И это для меня уже было стимулом для рассмотрения на открытие позиции в шорт. Что я дальше еще видел? Что когда вот смотрел больше на последние свечи, когда выкупили вот это все падение, был небольшой откат, и его довольно сильно выкупили, цена не пошла импульсно дальше вверх. Цена была больше, ну скажем так, вот вы видите, что типа цена медленно, маленькими свечами шла дальше вверх. Если цена не идет быстро, а идет довольно-таки медленно, это возможность для трейдеров зайти, ну, в данном случае в лонг. Поэтому я увидел, что здесь была возможность лонговать. Мы выкупили были падения, лонговать. В принципе, глобальное настроение здесь более лонговые. И я посчитал, что люди могут здесь заходить больше на продолжение движения, пытаться ловить какой-то выход с вот этого накопления вверх, и поэтому зашел быстренько со своим стандартным стоп-лоссом в 1% в шорт. Но что мне здесь не понравилось? Что цена довольно-таки волатильная, то есть 3%. То есть те, кто вот здесь заходили в лонг, им уже 1,5% в моменте ну, скажем так, была прибыль, высела, или как-то, я надеюсь, вы поняли. 1,5% было движение вверх и довольно-таки неплохое в процентном соотношении профит может быть в людей. Это мне не особо нравится. Также мы видим здесь, что я только что уже увидел после входа, маленькие красные свечи, то есть есть возможность зайти в шорт в мою сторону с небольшим стопом. Это также мне особо не нравится, но даже так. Есть несколько факторов, которые против меня. Я здесь больше, наверное, кстати, эта сделка, наверное, прям в долгую. Поэтому нужно тут будет ждать. Тут, к сожалению, меня закрыло по стоп-лоссу. По стоп-лоссу, но, как мне кажется, основной сценарий, в принципе, сохраняется. И, наверное, просто пока также ее в сторону добавлю, чтобы посмотреть. Но эта сделка была по моей, по крайней мере, торговой стратегии. Все абсолютно верное. Просто, наверное, технический стоп-лосс, который просто входит в статистику. Тут мы поджимаемся к нашему тейк-профиту. Кстати, здесь от
Иногда бывают сделки, когда лучше закрыться, но вот здесь, кстати, можно было бы и потянуть. Потому что потенциально здесь может быть большое такое движение вниз. Оно спокойно может случиться. И, как мне кажется, сейчас, кстати, вот этого момента я хотел взять процент. У меня немножко сбилось объем. Сейчас выстроить 3, 4, 1, 8. Жду, что 45 пробьет и меня немножко заберут. Сквизом каким-то, желательно. Так, вот на этой монетке мы пока все хорошо движется. Вот здесь на глаза закроет нас. Да, все. Отлично. Тут-то довольно-таки приятная сделочка. Соотношение, кстати, 1 к 1,5, 1 к 2. Наверное, 1 к 1,5, потому что я несколько раз подвинул take profit. Сейчас посмотрим. Тут примерно $2, наверное, прибыли было. 2,15. Да, плюс-минус 2. Так что отлично. Пока у нас сегодня торговая сессия в плюсе. Я подумал, что здесь вот какая логика может быть. Все же вот это накопление больше было шортовое, больше здесь было шортистов. Да, мы выбили каких тех, кто заходили в лонг, но те, кто заходили вот тут в шорты, они остались. Поэтому я подумал, что будет особо безоткатное движение такой вверх, на котором мы побреем и тех, кто вот здесь заходил. Плюс довольно было быстрое движение вниз. Некоторые трейдеры могут подумать, что на этом движение не закончено и попытаться торговать, продолжить на шорт. С краткими, скажем так, стопами. Вот здесь ставить краткие какие-то стопы за максимумы и пытаться ловить дальнейшее движение в шорт. Поэтому я здесь и заходил. Так, я на немножечко, на небольшую сумму докупил, но риск не увеличиваем. Риск у меня такой же, как и был, плюс-минус $1.20. Вот так. Все, стоим здесь в сделке. Ну, тут, я же говорю, наверное, тут эта сделка уже была ошибочна. Хотя логика, я понимаю, в принципе, верная. Тут можно взять довольно хорошее движение вверх, но все же я в плохом месте зашел. Я не дождался страха, я заходил на максимумах, поэтому, возможно, тут вполне вероятен убыток. Посмотрим, как здесь будет на самом деле. Жду, по крайней мере, я 2% движения где-то. Вот примерно за вот этот максимум, чтобы побрило и немножечко тех, кто захотел вот этом накоплении. Будет ли такое, я не знаю, но можно подождать и посмотреть. Давайте так, еще раз подробнее объясню, что я здесь увидел. Не знаю уже, как закроется сделка, но что я здесь увидел. М, э, Накопление, в котором, как мне до сих пор казалось, что большинство трейдеров заходили в шорт, но, к сожалению, мы видим вот резкие движения вниз, на котором побрили лонговиков, тех, кто лонговал. Большинство тех, кто заходили в шорт, скорее всего, они в позиции остались, потому что было всего 2 минуты падения и дальше уже откат какой-то. Хотя была возможность закрыться здесь. И кто ставил take profit, скорее всего, он получил свой take profit. Но, как все же мне кажется, в большинство трейдеров заходили в шорт. Было дальше импульсное движение вниз. И было очень быстрое движение вниз.
Тем самым, скажем так, по крайней мере, у меня возникло чувство, что, ну, не может быть вот это все падение. Как будто оно может еще продолжиться. Значит, только мы стояли буквально там полчаса или час, и за 2 минуты падения в это выход, это немножко не складывалось. Поэтому мне показалось, что тут больше будут на продолжение движения заходить. Блин, перезашел я. Зачем-то. Это уже нарушение. Думал, сегодня торгую торговую сессию без нарушений, но, к сожалению, почему-то сейчас решил перезайти. Хотя я не должен, я словил стоп-лосс. По моим правилам, я здесь перезаходить не должен был. Ой. Давайте хоть и риск не увеличим, чтобы стандартный был $1.20. Так что вот так. В принципе, мне кажется, большинство будут заходить на продолжение движения вниз. И на этом можно было взять хорошее движение вверх. Так, увидел я сильный импульс. Интересно, закроет ли нас сейчас таким же быстрым движением вверх или нет. Долго мы, кстати, стояли в этом накоплении, поэтому и, кстати, морально был готов, кстати, вот здесь немножко выше уже закрываться. И если следующим импульсом нас не закроет, то я закроюсь по рынку, но чуть выше, примерно вот в этом диапазоне. Поэтому также наглеть сильно не нужно. И заберу сколько дадут. Посмотрим, как цена себя здесь поведет. Блин, нужно было закрыться. Все, отлично. Сделка закрылась в профит. Кстати, в процентном соотношении дало довольно-таки, я думаю, приятный профит. Но, к сожалению, здесь это было нарушение, что я именно вот в этом моменте перезаходил. Судя по статистике, давайте сейчас открою, посмотрю, сколько она мне дала. $4. Перед этим -1 закрылся был. Так что вот так. В принципе, эта торговая сессия закрылась в плюс. Начал я со 141, сейчас 143,5. Поэтому довольно хорошо поторговали, но, к сожалению, было одно нарушение. Не могу называть его незначительным, так как если говорить, что такие будут нарушения незначительными, они потом перерастают в намного большие проблемы. Так что все, на этом все.